Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Сегодня 4 апреля 2023 года. И я сегодня на крыше дома в городе Ирпень в районе Синергии. Так называемый. Раньше этот район назывался районом БТР. Бучанские торфоразработки. И хочу вам представить этот район с высоты птичьего полета. Сейчас нельзя летать дроном, поэтому я попросил местных жителей, чтобы меня провели вот на крышу этого высокого дома, одного из самых высоких домов здесь, в Ирпене. И чтобы я мог вам показать тот район, в котором я собираюсь сегодня снимать. Посмотрите, это вот дома жилого комплекса Grand Life, Синергия 3, Синергия 3 Плюс, там дальше. И из этих, вот от этих жилых комплексов я хочу начать сегодняшний показ того, как восстанавливается Ирпень потихоньку. Здесь все эти дома были подвержены разрушениям в ходе боевых действий. Сейчас перейдем в другой угол крыши, и здесь будет видно, что вон за поймой реки Буча, там находится сам город Буча. И город Буча был оккупирован одним из первых. Там стояли российские войска и стреляли в эту сторону, по Ирпеню. Вот ровно год назад люди начали возвращаться в Ирпень из эвакуации и ужасались тому, каким Ирпень они обнаружили после того, как здесь побывали российские войска. Кстати, этот район был оккупирован временно. Здесь как раз вот и танками они стояли и базировались. Ну а подырявили они дома, так сказать, постреляли еще в самом начале, когда пытались захватить Ирпень. Стреляли из Бучи и попадали вот в эти дома. Конкретно у меня сегодня около 10 локаций, которые я хочу вам показать. Я буду подходить к домам. У меня есть фотографии, как это выглядело год назад. И есть, ну и теперь посмотрим, что с этим сделали сейчас. А вот здесь я вижу, посмотрите, вот прямо в этом доме мы с вами видим прилет, который был заделан частично. То есть кирпичом, блоками заложили, а вот шубу так и не восстановили до сих пор. Это технический этаж, здесь находится котельная, и люди долгое время не могли восстановить котельную. Не было денег, но, как мне сказала девушка Маша, которая меня сюда провела, то котельную восстановили, и вообще все восстановления в доме были сделаны за счет жильцов. Сейчас покажу вам панораму Ирпеня, пользуясь случаем с этой крыши. Вот вдаль, это в сторону Киева мы сейчас смотрим. Вот сюда тоже красивые виды. Весь Ирпень в одном видео я не смогу вам показать, потому что он огромный, ну большой, много разрушений было. И очень много восстанавливается сейчас домов, поэтому покажу только вот этот райончик, он густонаселенный. И здесь были и очень большие разрушения. Например, сейчас сориентируюсь сам, где это было. А вот на улице Льва Толстого были полностью сгоревшие дома. И вон там как раз я сегодняшнее видео и закончу. Это самая западная часть Ирпеня. Еще ее называют районом Синергии, потому что здесь первые свои дома стала строить компания Синергия. И здесь такие находятся жилые комплексы, как Синергия 3, Синергия 3 Плюс. Ну и дальше Синергия, просто Синергия 2. Все это здесь. Это конечная автобуса, который идет на Киев. Маршрутка номер, сейчас вспомню, 379. Вот магазин Фора. И первое, с чего я начну, друзья, покажу вам вот этот 16-этажный дом, который стоит. Вот он высокий. Там вверху тоже был прилет. Пройдем по этой улице вперед. Сейчас я найду именно то место, где у меня есть фотография. Подойду и сниму его для вас. 4 апреля, друзья. Вроде как бы должно быть уже весна.
но очень холодно. Я продрог, стою здесь, рассматриваю, где именно находится фотография, которую я нашел годичной давности. Так, в этом доме точно. Сейчас я прям вам покажу ракурс, откуда она снята была. Вот, друзья, смотрите внимательно. Вот вам фотография сейчас. А вот нынешний вид этого дома. Вот так, видите, все отремонтировано. Даже видно, что краска немножко отличается по виду. Ну а если посмотреть на нижний этаж, то тут все равно еще остаются следы поврежденной облицовки. Вот на этих магазинчиках. А здесь была фасадная облицовка плиткой на таком каркасе металлическом. И плитку такую теперь, наверное, сложно найти. Не знаю, или просто этим еще не занимались пока. Так, идем дальше смотреть, что, где у нас фотографии есть. Я нашел следующую фотографию, это в том желтом доме. Но пока я иду, хотел бы вам показать здесь такой приятный дизайн магазина или кафе. Пока не понял, что это. Но, судя по всему, это кафе. Написано капучино, джус. Смотрите, какие цветочки в корзинках. Столик такой прикольный. Нужно сделать фотку для инстаграма. Кстати, друзья, подписывайтесь на наш инстаграм. Двигаюсь к следующему объекту. Фотография с разрушениями в этих домах. Мы, кстати, в первые дни войны вот как раз в этом жилом комплексе у друзей жили. Думали почему-то, что здесь будет безопаснее, чем там на нашем районе. И мы очень сильно ошибались. Потому что этот район как раз самый опасный оказался. Его, во-первых, оккупировали, и потом здесь многих людей убили, мирных. Оккупанты. Непонятно почему. А во-вторых, он подвергся обстрелам. Ну, правда, наш район потом сильнее подвергся, но тоже было в конце, когда нас там не было. Так, смотрю на фотографию, сравниваю, где. Вот, написано магазин «Электролиния». Вывеска до сих пор есть, сохранилась. Смотрите на фотографию. И теперь сравнивайте с тем, как есть сейчас. Ну, прям видно, все заделано, закрашено. Зеленые линии до сих пор не дорисовали до конца. Но дырок уже нету. От холода на улице у меня даже насморк появился. Вы можете слышать, я немножко трудно дышу. Но и здесь нас приветствует вот известная на весь Ирпень вывеска, которая тоже подверглась осколочным ранениям. Но буквы все на месте. Так, я нашел тот ракурс, с которого снимали фотографию. Вот, смотрите. Хлоп. Это фотография годичной давности. А теперь смотрите, что случилось с этим домом. Я, честно говоря, даже не узнал. Прошел мимо, пошел дальше. Как будто он такой и был. Ну, по цвету только видно, что его заделали. Так, жители Ирпеня молодые передают привет всем нашим зрителям. Ну что, хочу теперь зайти сюда, в этот жилой комплекс, в Фортуну. Здесь посмотреть, там был прилет прямо изнутри. Интересно, что сделали. Но, опять же, проникать в эти жилые комплексы сложно, потому что они закрыты. Приходится просить людей, чтобы меня запустили вовнутрь. А не все люди хотят. Некоторые подозрительно относятся ко мне. Вот, видите, тут забор. Придется ждать кого-нибудь, пока кто-то выйдет. Но пока кто-то выйдет, я вам хочу показать. Здесь стоит такая вот люлька. Недавно, наверное, сняли ее со стены. На таких люльках как раз катаются вдоль фасада и заделывают дыры, восстанавливают обшивку, облицовку. Вот так вот. Закрыто.
Нашлись добрые местные жители, которые меня пустили вовнутрь жилого комплекса «Фортуна». И вот я нашел место, откуда была сделана следующая фотография год назад. Смотрите на фотографию внимательно. Вот такие здесь два отверстия в стене. Прям два прилета было, сильных повреждения. А теперь вот это заделали. Вот посмотрите. Одно было здесь отверстие, а второе вон там. Вот там он. И все заделано, закрашено. Так. И, конечно же, здесь было еще много всяких повреждений. Сейчас я пройду немножко по этому жилому комплексу. Просто для того, чтобы вы имели представление о том, как это выглядит сейчас. Хотя бы посмотрите на угол вот этого дома, вот сюда. Видите, он весь в мелкую точку, зашпаклевано, закрашен. То есть не закрашено, а зашпаклевано. Это все отверстия от осколков. Ну, про стекла я молчу. Все были побиты. Вот дом, видите, частично перекрашенный. Там, где это покрашено, это явно были прилеты. По крайней мере, если не дыры сквозные, то испорчен был фасад. Вся прелесть закрытых жилых комплексов в том, что сюда не только не зайдешь без ключа, но еще и не выйдешь. Я вот подошел к забору и стою грустно тут рассматриваю соседние дома, потому что пока кто-нибудь не будет идти, я отсюда не выйду. Двигаемся дальше. Но прежде я вам покажу, откуда я начал сегодняшнее свое видео. А начал его с крыши вон того дома. Вот оттуда я вам показывал весь этот район. Вот сюда прилетел какой-то снаряд. Летел дальше, осколками побил лавочку. До сих пор все эти страшные следы здесь остались. Ну и обшивка до сих пор не отремонтирована. И это не единственный случай, тут повсюду так. Но многое, конечно, вы уже видели, многое уже отремонтировано. Но, слава богу, сами дома уцелели, и это еще впереди просто их восстановить. И теперь перемещаемся потихоньку в ту сторону. Проходим мимо такой вот машины, которая стоит здесь явно уже больше года. Кстати, я заметил, что эти машины в основном не убирают с мест, где они были повреждены. Видимо, в этом есть какой-то смысл. Даже когда они мешают проезду, они там стоят. Ну, если сильно мешали, наверное, их убрали. Но многие стоят. Тут рядом со мной машина до сих пор стоит прямо на проезжей части. И следующая фотография у нас связана с вот этим вот бело-красным светлым домом впереди высоким. Это был один из наиболее поврежденных домов, которые вообще были в этом районе. По нем стреляли прям как по мишени. Поэтому тут у многих есть фотографии с этим домом, как он расстрелян. И я вам сейчас покажу именно с того ракурса, с которого у меня есть фотка. И вы сможете сравнить, как было и как стало. Показываю фотографию годичной давности. Сделана вот с этого ракурса. И хорошо видно, что в этом доме очень много прилетов. Причем отсюда не виден весь дом, но он пострелян и левее тоже полностью. И теперь давайте посмотрим, что сейчас, вот уже 4 апреля 2023 года. Если так подойти и не знать, что этот дом был расстрелян, то можно подумать, что он такой и был целенький и ровненький. Вот именно эта сторона была сильно-сильно постреляна из разных орудий. Ну и соседние дома, у меня сейчас нету фотографий, как это было, но вы видите эти вот закрашенные пятна. Это говорит о том, что там были прилеты, и сейчас они уже заделаны. А, кстати, работы до сих пор продолжаются.
Вот смотрите, сколько люлек здесь стоит внизу. Потому что по мелочам там еще много вещей нужно доделывать. Дальше есть у нас еще одна фотография. Вот дом, он сейчас в кадре. Но фотография с другого ракурса, поэтому я мимо него пройду сейчас. Мы его сразу рассмотрим, какой он уже сейчас, что тут делается. Стоят леса, его ремонтируют. Вот работники есть здесь. Идет восстановление полным ходом. А фотка сделана с того ракурса, вот с той стороны. И я туда сейчас приду и найду соответственное положение. Вот я нашел ракурс, с которого сделана фотография. Ставлю вам эту фотку. Вы можете видеть, как выглядел этот дом год назад. Ну и вот как он выглядит сейчас. Еще его не сделали полностью. Видите, многое так и осталось. Но я же говорю, стоят леса. Работники работают. То есть скоро его восстановят. Вот еще есть одна фотография практически с этого же места. Ну, где этот дом, который я вам только что показывал. Я сейчас полчаса стоял и сравнивал фотографию с тем местом, где я нахожусь. И мне казалось, нет, это не может быть здесь, потому что, ну как, вообще не видно следов. То есть вообще, вроде как похожее место, но не так. Смотрите, ставлю вам фотографию сейчас. Вот она. Это вот серьезные прилеты, такие повреждения. И в этот дом, который ближе, и в тот дом, который дальше. И вот теперь смотрите сейчас. Вообще никаких следов. Вообще не нахожу. Я вот только по этому кондиционеру, который здесь висит. Вот. И заметил, что, ну да, этот, ну, на окне красная шторка, кстати, возле кондиционера. Такие мелочи. Но нету синей полосы. Короче, в общем, вот эта стена полностью перекрашена. И так перекрашена, что незаметно, что она была повреждена. И здесь вот тоже. Видите, дом этот хорошо уже доделан. Незаметно даже, что в нем были прилеты. Это улица Мечникова. Ну и посмотрите на фасады, здесь везде что-то подкрашено. Посмотрите на этот забор, он до сих пор такой же поврежденный, как был. И вот дом попадает в кадр, тоже до сих пор не восстановлен. Вы знаете, многие дома восстанавливаются за счет самих жильцов, поэтому не всегда жильцы могут организоваться, скинуться на то, чтобы свой фасад восстановить. Вот, например, как здесь, наверное, ну, не нашлось спонсоров, не знаю, как-то не организовались. Но я думаю, этим должно заниматься государство и должно помогать. Так, друзья, ставлю вам очередную фотографию. Вот, присмотритесь к фотографии этого дома. Поймите, насколько он был разрушен. Верхний этаж вообще сгорел, крыши нету, черные балконы. И теперь посмотрите на этот дом снова. Вот в данный момент он как новенький. Единственное, что его отличает теперь, у него плоская крыша теперь, видите? Раньше крыша была вот такая же, как на тех домах, на двух. С такими арочками. Все было. Ну, а теперь немножко попроще дизайн. Плоская крыша. И у меня последняя фотография на сегодняшний день. Хочу показать вам дом, который нормально так пострадал. Вот приблизительно с этого ракурса. Здесь ракурс такой снизу прям было сфотографировано. Ставлю вам фотографию сейчас. Вот, вы можете видеть, как это было летом. Тут прямо, ну, вынесло целый угол дома, прям, ну, скосило. Просто ужас, квартиру разрушило. Там не знаю, что там внутри, но посмотрите теперь
Посмотрите, сейчас, в общем-то, все уже по цвету дома только заметно, что он покрашен в другую краску. То есть фасад переделали, все стекла на месте, все нормально. Ну вот, осталось теперь куча мусора здесь во дворе. Все это выбросили сверху. Ну и в общем-то на сегодня у меня фотографии для вас кончились. Но я хочу пройти и посмотреть на жилой комплекс, который назывался Джерело. Я же вам обещал, что мы закончим видео именно в том месте, когда с крыши вам показывал этот район, то я туда сейчас как раз и иду, именно в жилой комплекс Джерело. По ходу мы рассматриваем то, что проходим. Это просто недостроенный был дом, поэтому и в нем даже стекла не меняли. Вот. А дом Джерело, мы про него не дома, там целый комплекс, несколько домов сгорело. Мы снимали летом видео про то, как люди в этом ЖК Джерело пытаются восстановить свои дома. Некоторые люди там жили прямо в квартирах без крыши, в квартирах, в которые затекала вода при дожде. Мне интересно, что же сейчас. Прошло больше, чем полгода. То есть лето, зима, около полгода прошло с тех пор, как мы снимали это видео. И вот я к этим домам вышел сейчас. Так, смотрите. Этот дом, мы его посещали. Мы даже смотрели там квартиру, ходили. И крышу на нем еще не накрыли. Просто временную какую-то сделали. Там я вижу какой-то, не целлофан. Что-то такое развивающееся на досках. Временное накрытие есть. Брезент, что ли? Что-то такое. А вот следующий дом, к счастью, уже накрыли. И мы как раз в этом доме снимали. Женщина же жила тогда в квартире без крыши. Видео так и называлось. Она живет в доме без крыши. Но теперь крыша есть, по крайней мере. Но фасад еще все такой же обгоревший. Очень много надо денег для того, чтобы восстанавливать это. И тут мы знаем, что люди как раз пытались восстанавливать свой дом именно за свой счет и за счет сбора денег в интернете. Ну и что удалось, они насобирали. Просто были активные жители, которые в Фейсбуке собирали деньги. Вот мы как бы давали тогда карточку ихнюю в описании под своим тем видео летним. И кто-то что-то пожертвовал. И людям удалось накрыть крышу, по крайней мере. Соседние домики не настолько пострадавшие были. Некоторые вообще целенькие, целехонькие остались. Вот, друзья. И этот дом, смотрите, тоже уже видно по штукатурке свежей. Восстанавливают. Сделали новый фасад, новую крышу. Тоже видно, вот и даже доски свежие. Так что, друзья, восстановление идет медленно, но идет. И до этого дома тоже дойдет очередь. Я полностью уверен, что все нам удастся восстановить, лишь бы закончилась война. Все, друзья, буду на этом с вами прощаться. Я так изрядно подзамерз, пока ходил. Надеюсь, вам было полезно это видео. Спасибо, что досматриваете до конца. Всем желаю мира, счастья, благополучия и здоровья. Подписывайтесь на наш канал, на Инстаграм. И встретимся в следующих видео. Пока.